Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу гороскоп для прекрасных раков на октябрь 2023 года. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое, я буду рассказывать. Ну что, дорогие раки, наступил для вас месяц поистине. Я не скажу, что очень сложный, так и не скажу, что очень легкий. С одной стороны, это будут очень мощные энергии, которые будут давить, и эта энергия вам не нравится. Вы не любите, когда вам наступают на пятки, вы не любите, когда вас ограничивают, вы не любите, когда вас напрягают и заставляют что-то делать сейчас, да. Не скажу, что эта энергия октября будет такой методичной, комфортной, легкой. Нет, первая половина месяца будет достаточно такой спокойной, шатко-валко, будут доделываться какие-то недоделки, энергия будет располагать к такой ленности, к завершению чего-то старого, к завершению старых дел, к завершению старых циклов. С 10 числа, с 10 октября плавно начнете подготавливаться к новому. Почему? Потому что 14 октября нас всех ждет коридор затмений. Коридор затмений случится как раз-таки в знаке весов и закончится в знаке тельцов, да? Солнечное затмение случится 14 октября, лунное затмение, которое закроет коридор затмений, произойдет 28 октября. И для вас вот эти 2 недели, они будут по большей части эмоциональные, да? Почему? Потому что вы относитесь ко всему эмоционально, вы вообще не можете бездушно ко всему, да? А энергия будет располагать общественного мнения, да, то есть энергия общества, социального развития, она будет такой тяжелой, она будет такой угнетающей, она будет такой напряженной, что вы на самом деле-то и не любите. Поэтому, вот именно поэтому вам будет сложно себя проявить, вам будет сложно раскрыться, вам будет сложно пойти туда, куда вы хотите. Но что предполагает энергия октября, рассказываю. Для того, чтобы не провести этот месяц в напряженных таких сомнениях, делать или не делать, для того, чтобы не упустить это время, потому что я говорю, что в коридор затмений нужно запускать те проекты, которые давно не хотелось, не моглось, да, то есть когда начинается коридор затмений, запустить что-то такое мощное, потому что здесь не будет ни ретроградной Венеры, ни ретроградного Меркурия, поэтому новые дела делать вполне себе классно. Энергия будет мощная, энергия даст развитие на то новое, что раньше не было сил. Поэтому обязательно покопайтесь у себя в памяти то, что вы не сделали раньше, то, что вы не доделали раньше. Например, вам необходимо что-то закончить, вы не можете это сделать, да? Вам необходимо что-то такое большое загрузить, большой проект, вы не можете это сделать, потому что сил не хватает, лень, постоянно кто-то отвлекает, постоянно кто-то напрягает, и энергия такая в расфокусе. Поэтому начинайте это как раз-таки с 14 октября, как раз будет новолуние, да, и будет очень мощный такой толчок на развитие. Как раз-таки сделайте фокус на своих делах. Что касается карьеры, если же вы чувствуете, что у вас, а вы будете это чувствовать, да, раки, что у вас в какой-то момент не хватает для реализации какого-то опыта, навыков, каких-то знаний, пойдите в свое обучение, да, то есть запаситесь новыми знаниями, углубитесь в какой-то теме для того, чтобы потом проявиться, потому что эта энергия мощная будет, даст вам мощный толчок в развитии в 2024 году, потому что 2024 у нас будет год високосно, а это всегда непростой год, это год, который требует от нас максимально эмоциональных и физических затрат, да, поэтому наберитесь этого опыта, пойдите в это обучение или доделайте то, что вы раньше не сделали, потому что досада и переживания о том, что вы, вот у вас это было, но вы это забросили, не ценили, не знали, как это закончить, так пойдите и доделайте, сделайте, наберитесь этого опыта, освойте новые навыки, освойте новые знания для коммуникации. Если же вы начинали иностранные языки, вообще прекрасно, потому что Юпитер сейчас в ретроградном движении, и вернуться к изучению иностранных языков, которые вы не закончили ранее, будет очень классно. Если же для работы вам необходимо совершить поездку, либо командировку, либо съездить на какой-то форум,
очень классно, очень потрясающе, энергия будет как раз-таки к этому способствовать. Закрепится все, подкрепите новые знания для своей же реализации. Было бы полезно, если в этот момент времени вы обращали внимание, как будет меняться ваше окружение. В вашу жизнь будут притягиваться люди, с которыми было бы неплохо построить дальнейшую жизнь. Обязательно отслеживайте, с кем вам по пути, с кем вам не по пути, потому что люди в такой момент переворотов попадаются, как правило, разные. Не скажу, что все из них плохие, что все из них хорошие, нет. Люди, мы все разные, поэтому отслеживайте по внутренней интуиции, с кем вам комфортно, с кем вам хорошо, и в этом будет счастье. Конечно же, в такое активное, бурное время всегда начинает смещаться фокус внимания со сферы отношений, начинает провисать брак, начинает провисать партнерство. Поэтому, дорогие раки, не упустите этот момент, потому что партнерство вам здесь необходимо. Да? Коридор затмений как раз-таки затронет самые сложные, неоговоренные ранее, оголенные нервы, оголенные провода ваших отношений и поднимет, вытащит наружу все те скелеты в шкафу, которые у вас были, которые вы не хотели доставать, в которых вы не хотели разбираться. Поэтому, дорогие раки, не забрасывайте свою сферу отношений, она вам очень нужна. Слушайте своего партнера, разговаривайте сами, выстроите доверительные отношения, потому что партнерские отношения и сфера любви для вас очень важна, как для вашего знака зодиака, так и для вообще в принципе для вашего развития в будущем, потому что рак, он тем и славится, что у него важнее всего погода в доме, поэтому выстраивайте свою погоду в доме, поверьте, вам это по силам. Да, даже если не получилось там у ваших родителей, у родителей партнера, обязательно знайте, что вы можете это сделать. Значит, это ваша задача. У раков основная кармическая задача – это выстраивание партнерских отношений, создание не просто партнерских отношений, а потрясающей семьи, вот просто потрясающего рода, который будет расти, и все члены семьи в нем, в роду, будут развиваться. Поэтому, дорогие раки, я знаю, что вам страшно. Многие из вас считают, что это вообще не про вас, и это не ваше, и это сложно, и не может быть такого, но нет, дорогие раки. Особенно те раки, которые холостяки, заядлые холостяки, и вы считаете, что партнерские отношения, брак и семья, и дети – это вообще не про вас. И я вам скажу, что это абсолютно и точно про вас, потому что, выстраивая вот эту свою сферу своей жизни, у вас получится потом выстроить свою карьеру. Потому что если у раков нет семьи, нет отношений с семьей, с домочадцами, нет детей, вы не заботитесь о роде, вы не заботитесь о своей семье, тогда начинают провисать все сферы вашей жизни. И это, дорогие раки, для вас очень-очень печальный исход. Поэтому не волнуйтесь, у вас получится, я это точно говорю. Главное быть смелее и идти в это развитие, потому что для вас нет ничего важнее. Еще немножко расскажу про одну из неприятных сфер жизни, которые люди не любят говорить, но октябрь месяц для вас будет немножко травмоопасный. Почему? Потому что будет очень мощная энергия, от нее у вас будет много невнимательности, вы будете рассеиваться и туда, и сюда, и фокус внимания будет смещаться скорее к скорости, чем вы можете быть травмированы. Поэтому, дорогие наши любимые раки, будьте аккуратны, будьте внимательны, что вы делаете, особенно за рулем, да, то есть мелкие бытовые ушибы и травмы – это одно. Будьте внимательны за рулем. Этот месяц может для вас оказаться немножко таким печальным и ложку дегтя подпортить, поэтому аккуратнее за рулем, обязательно пристегивайтесь, я думаю, здесь ни для кого не секрет, да. И водите автомобиль аккуратнее. И если вы думаете, считаете, что в этот день лучше за руль не садиться, то так оно и есть. Лучше останьтесь дома, либо закажите такси. Дорогие раки, это был для вас гороскоп на октябрь 2023 года. Будьте аккуратны,
Будьте внимательны, отслеживайте движение в своем окружении, оно начнет меняться. Обратите внимание на вашу карьеру и что вам необходимо, что вам необходимо и нужно сделать для того, чтобы пойти выше и дальше по карьерной лестнице, для того, чтобы повысить свой социальный статус. Также помните, что для вас в это солнечное и лунное затмение, в этот коридор затмения, который случится в октябре месяце, очень необходимо укрепить сферу семьи, сферу отношений, сферу любви, да, для того, чтобы сделать свою погоду в доме еще приятнее, еще активнее, еще душевнее. Потому что, знаете, без этой сферы отношений невозможна реализация вашей кармической задачи в этой жизни. Да? Поэтому, дорогие раки, знайте, что вы можете это сделать, у вас хватает внутреннего тепла для развития во всех сферах в этой жизни. Да? Поэтому, дорогие раки, будьте терпеливы к себе, будьте любвеобильны к партнеру, будьте обходительны с детьми, да, потому что вы и есть те самые взрослые дети. И будьте же счастливы, потому что этот месяц, он будет сложным, он будет с напряженной энергией, разворот Плутона заставит еще очень сильно напрячься, что вы не любите, поэтому расслабляйтесь в этом месяце. Расслабляйтесь для того, чтобы максимально мягко, в мягкой реализации пройти все ступени своего развития. И тогда этот коридор затмений и октябрь месяц в целом сложится для вас удачно. Я желаю вам прекрасного месяца, дорогие мои любимые раки. Спасибо, что досматриваете этот ролик до конца. Если у вас есть вопросы или вы хотите оставить комментарий, оставляйте под этим видео, я обязательно на него отвечу. И увидимся в следующем ролике.